Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Пирожки в духовке приготовим сегодня вместе с вами по новому для нашего канала рецепту с начинкой из квашеной капусты по вашим просьбам. Начинка может, конечно, меняться, так как тесто универсальное. Его можно жарить, но во всем по порядку. Проверьте сразу свою подписку на наш канал, выберите все уведомления, нажав на колокольчик, тогда вы точно не пропустите интересные рецепты. Давайте начнем. 40 граммов муки – это 2 столовых ложки с горкой, 6 граммов сухих дрожжей и столько же сахара. Смешиваем в миске. Если используете дрожжи свежие, их понадобится в 3 раза больше, но для всех один процесс подготовки. Даже для тех, которые необходимо сразу добавлять в муку. Выпечка будет однозначно лучше. Вливаем 100 мл теплой воды, температура около 38 градусов, но не выше 40. Размешиваем до более мелких комочков, они разойдутся сами, и накрываем опару на 15 минут. Одно яйцо комнатной температуры разделим на яичный белок и желток. Желток пока убираем, он понадобится для смазывания пирожков, а белок взбиваем пару минут венчиком, чтобы разбить его структуру. Так и тесто у нас получится не таким плотным после остывания. Ну и используем, конечно, сам белок, который остается от желтка, чтобы не выбрасывать. Добавляем 6 граммов соли. Вливаем 200 мл теплого молока и 50 граммов растопленного сливочного масла. Тоже теплого. Слегка размешаем. Добавляем муку. Пока около 6 столовых ложек. Это делается для того, чтобы дрожжи напрямую не взаимодействовали с жиром. К этому времени и опара готова. Перемешиваем ее тщательно. Добавим в тесто. Снова порциями вводим муку. Пока тесто липкое и жидкое, используем лопатку. А как станет гуще, переходим на замешивание теста руками. Важно чувствовать структуру теста и не переборщить с мукой. Поэтому добавляем муку только тогда, когда предыдущая порция муки полностью вошла в тесто. Помоем руки от остатков теста и выместим тесто до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Обратите внимание на его структуру. Теперь подсыпаю еще ложку муки. Всего по рецепту в моем случае понадобилось 450 граммов. Для опары мука считается отдельно. Вмешиваем в конце растительное масло. 2 столовые ложки. Делим их на 2 части. В итоге тесто мягкое, держит форму, хорошо вымешанное и совсем не липнет к рукам и столу. Как раз то, что нужно. Остатками сливочного масла смазываем миску, в нее тесто, слегка обмазывая сверху. Накрываем, ставим в теплое место для брожения. Займет это около 60 минут. 40 мл растительного масла хорошо разогреваем. Выкладываем одну луковицу, нарезанную полукольцами. На небольшом огне обжариваем до мягкости и золотистого цвета. Заняло это примерно около 4 минут. Вот так будет достаточно. Добавляем к луку квашеную капусту. Данную капусту мы квасили сами. Этот простой и самый удачный рецепт есть на нашем канале. Кому интересно, ссылка есть под видео. В одном стакане объемом 200 мл поместилось ровно 170 грамм капусты. Посчитала для тех, у кого нет весов. Капусту сначала прогреем. Убавим слегка огонь
Добавляем столовую ложку сахара и несколько щепоток черного молотого перца. Соль здесь не нужна, если только по вкусу требуется. На небольшом огне готовим начинку до нужной мягкости. Если видите, что капуста начинает уже поджариваться, то самое время добавлять немного воды, чтобы капусту не пересушить и не потерять ее сочность. Так и быстрее, кстати, доводим ее до мягкости. На весь процесс ушло около 40 минут. Капуста получилась вкусная. Сахар придает выразительный вкус и смягчает кислоту. Начинку оставляем остывать до слегка теплого состояния. Тесто уже ждет, увеличилось хорошо. Оно не липкое и мягкое. Обминаем его тщательно. Здесь его 885 грамм. Делим его на кусочки по 70 грамм плюс-минус. Выходит ровно 12 штук. Немного муки. Тщательно обминаем каждый шарик теста, придавая ровную форму. Еще накрываем на 5-7 минут, чтобы тесто не стягивалось при раскатке. И можно лепить пирожки. Покажу вам две формы, которые чаще всего использую. Немного муки при раскатке. Скалку тоже можно присыпать. Раскатываем тесто не тонко. В центр круга кладем щедрую ложку начинки и лепим треугольный пирожок. Поднимаем тесто с 3 точек к центру. Этими швами пирожки кладем вниз, на противень. Можно использовать бумагу для выпечки, а можно и просто слегка присыпать мукой. Вторая форма более классическая, продолговатый любимый пирожок. Кстати, начинки на 70 граммов теста выходит 40 грамм. Вполне нормально получается. Накрываем готовые пирожки на 10 минут. Это нужно для лучшего подъема. И так они будут, конечно, пышнее. Смешиваем один желток, который оставляли в самом начале, немного соды и чайную ложку молока. Я всегда люблю пробовать что-то новое. Вот и в этот раз посмотрим, как справится такая смесь с приданием глянца и румянца тесту при выпечке. Пирожки смазываем аккуратно, чтобы не сбить их пышность. Этой смеси как раз хватает на все пирожки. Ставим пирожки в разогретую духовку. Температура 190 градусов. Духовка электрическая. Если у вас газовая, то температура должна быть 200 градусов. Выпекаем пирожки 17-20 минут до румяного цвета. Получается просто загляденье. Все готово. Спустя 17 минут. Красивые, правда? Что касается смеси, то она дала, конечно, хороший цвет и румянец. Сначала был немного слышен запах соды при выпечке, но в готовых пирожках ее вкуса нет совсем. Кстати, один пирожок весит 110 грамм. Он объемный, но легкий. Тесто мягкое, воздушное, вкусное. Не теряет своей мягкости после остывания. Пирожки точно удались. Начинка хорошая, все в балансе.
и кислота, и соль, и сахар. Ставьте нравится, делитесь рецептом с друзьями, оставляйте комментарии. На этом с вами прощаюсь. Удачных вам пирожков, пока!